Ja, da wird es gerade dieses Produkt. I'm sure there's no need to complicate our time. Is short, this is our fate. Добрался до Берлина. Сейчас гуляю возле Бранденбургских ворот. Я находился в центре города. Здесь было много людей, и все не двигались в одном направлении. Куда они идут, я не знал, но решил следовать за ними. И вскоре выяснилось, что все они идут на один из самых главных праздников в стране – День падения Берлинской стены. Logischerweise, weil das war ja etwas, womit, ja, was Besonderes. Es zeichnete sich ja eine Entwicklung. В городе устраивались концерты и всякие другие прикольные мероприятия. Но больше всего мне понравились проекции, направленные на гигантские здания в центре города. Там можно было узнать краткую историю Берлинской стены, и об этом я еще расскажу. Ну а пока, день второй, я еду в метро. При входе в берлинское метро нет турникетов и никуда не надо опускать жетон. Здесь достаточно купить билет и затем прокомпостировать его внутри вагона. Стоимость проезда зависит от расстояния, и так как мне надо было ехать далеко, то я решил сэкономить. Не было контроля, а вот сегодня контроль был. Но по берлинскому метро имеют за привычку гулять контролеры, а за отсутствие билетов они выписывают большие штрафы. Поэтому, заметив приближающуюся проверку, я вышел на ближайшей станции, купил билет и добрался до места назначения на самых законных основаниях. Вот куда я ехал, в Сан-Суси. Это целый дворцовый комплекс, который был построен в 18 веке для короля Пруссии. Он располагается на огромной территории среди красивейших парков. Здания сохранились в отличном состоянии. И сегодня весь комплекс входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А это не простая мельница. Про нее сложная и интересная легенда. Говорят, что шум от нее мешал королю, который жил по соседству. И тогда он решил выкупить мельницу. Но мельник ему отказал, сославшись на то, что это отцовское наследство. После этого король пригрозил отбрать мельницу силой. Но тогда мельник заметил, что в Берлине работает королевский суд. Этот ответ удовлетворил монарха, после чего он переписал план всего парка и переселился в другой дворец. Прогулка по территории Сан-Суси абсолютно бесплатная, но снимать с квадрокоптера нежелательно. Охранники несколько раз на меня наругались и даже обещали вызвать полицию, но драгоценные кадры я все-таки раздобыл. Там слегка накапывает дождик, но в принципе тепло. Рядом со мной находится велосипедная дорожка. Очень классно, что в Германии таких дорожек много. Очень многие немцы пользуются велосипедами, а у кого есть дети, то они сажают специальные такие вагончики, что ли, которые крепятся к велосипеду, и, собственно, они за собой тягают. И несмотря на высокий уровень жизни, ну, наверное, даже доходов, да, у немцев, здесь редко можно встретить какие-то большие, такие здоровые, а-ля там джипы, там, внедорожники. В основном у всех какие-то такие экономные, небольшие, типа хэтчбеки, там, да, такие машинки, которые нуждаются в небольшом количестве топлива. Но это здорово.
А тем временем я провожу последние минуты на главной площади города Потсдам, небольшого, но очень колоритного городка, столицы княжества Бранденбург. Именно на его территории располагается знаменитый дворцовый комплекс Сан-Суси и вот такая вот странная штука во дворе одного из домов. Ну что, Потсдам, прощай и здравствуй снова, Берлин. Ну как же можно путешествовать по Германии и не посетить пивной паб? Здесь даже не нужны официанты, пиво можно наливать самому и затем рассчитаться по счетчику. I'm from Austria and I'm staying here in Berlin for a weekend. I love traveling and I love to join other people here. And yeah, I'm getting drunk in Berlin. And that's quite nice. The white out of your eyes. Yeah! My name is Shatrik Paffa, I am from Austria. What do I have to say? Yes, I like traveling, and the reason why I'm here in Berlin is just to get drunk as fuck, and yeah, that's it. Happy is drinking. Drinking makes us happy. Drinking and football. So my name is Cordelia and I'm from Denmark, and I love traveling, and my happy place is when I'm sitting in the sun. I have a cold beer. I can just sit there and enjoy that. That's pure happiness. So I'm Miriam, I'm 22 years old, I'm German, and I live in Berlin since 2 years. And what makes me happy is to be free and to just have this like small amount of sunshine in my face. That's basically what makes me happy, because that's a moment where I can really be with myself. Hello from Berlin with a kebab and an iron, the cherry one. И, кстати, кебабы в Германии очень популярны. Турецкие кафе можно встретить почти на каждом углу. Just remember that you are learning and you'll make some mistakes, but keep on pushing forward, trusting that you will be great. And all the problems in your life right now you think can be solved, they will become some ancient memories and over time dissolve away. Keep spreading love, you're serving a purpose, I'm telling you this now. You are very worth it, and even if you don't see it, when everything falls out around you, I hope that you believe this, and I hope that you will see this. And I am just you, but a little bit older, and now I've learned so many things that made me so strong. I wish I could go back with all the knowledge that I have now, cause when I was 19, I had it all wrong. I wish I could go back to when I was 19. I wish I could go back to when life was just a dream. And now I wish I could go back to when I was 19. And now I wish I could go back to when life was just a dream. And now I wish I could go back to when I was 19. And now I wish I could go back to when life was just a dream. Now there's nothing I can say to really get you to listen, but when I was 19 years old, I had all these visions and I could see myself doing something that involved the arts. I was making little steps, so I guess that was the start. Doesn't matter what you're good at, you will figure it out. And please don't worry too much now, just live fun and be proud of the person you're becoming. Let me tell you, life is funny. Don't stress about the world and don't stress about the money. Don't be a dummy, don't be stupid, always set your goals, cause before you know it, trust me, all we do is get old. And I hope that you will hear this beat before the ice melts. That's why I'm writing this now to my 19-year-old self.
Чекпоинт Чарли – это бывший контрольно-пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Всего на границе было 3 таких КПП, но это стал самым известным из них. За время существования Берлинской стены всех, кто не имел права на переход, но пытался бежать, безжалостно расстреливали. Именно здесь у 2 держав стояли танки в особо напряженные времена. А это фрагмент Берлинской стены. Сооружение было воздвигнуто 13 августа 1961 года. В один момент между восточной и западной частями города появилось бетонное заграждение с колючей проволокой. Стена разделила не только государство, но и друзей и семьи. Стена просуществовала до 9 ноября 1989 года, и до нашего времени сохранилось лишь несколько ее фрагментов. East Side Gallery – это самая знаменитая ее часть. Это место, которое было исписано более чем сотней художников из 21 страны мира. Мемориал жертвам Холокоста, установленный в самом центре Берлина. Это 2700 узких каменных плит разной высоты, напоминающие братское кладбище с безымянными могилами. Это словно лабиринт, из которого нет выхода. А это один из самых необычных памятников, который когда-либо видел. Он посвящен гомосексуалам, которые стали жертвами нацизма. Бетонный прямоугольник, в котором круглосуточно транслируется видео с целующимися людьми. А это вроде как мобильный медицинский центр на колесах. Очень удобно. Пожалуй, одним из минусов путешествия по Европе являются сувениры. Они здесь классные, но немного дорогие. Например, самая-самая обычная открытка может стоить до 3 евро. В 6:40 утра. На Берлин опустился туман. Я иду к своей остановке. Скоро меня заберет автобус, и мы поедем в Гамбург. Мое путешествие продолжалось, и я двигался на север Германии. Но, если честно, мне было немного жаль покидать Берлин. Уж очень мне понравился этот город, и особенно его уличные музыканты. I hope that I will see you when I'm sitting on the pond. We can have a conversation for 5 minutes, get along. We can laugh about the good times and the fun that we once had. And lots of times I think I see you, but